Здравствуйте, мои дорогие львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей вашего знака. Расклад, который вы сейчас видите, это расклад на неделю с 10 по 16 августа. Давайте посмотрим, что каждый день недели в отдельности вам готовит. Прежде чем начать, я напомню, что это общий таро-прогноз, что он не личный, не индивидуальный. Надеюсь, вы это понимаете. Также надеюсь, что большинство из вас отыграются дни именно в той последовательности, так как они здесь представлены. Хотя помним, что это опять-таки не индивидуальный расклад, это расклад общий. Итак, первая колода у нас колода основная. Вторая колода будет дополнительная для уточнений, для разъяснений основных карт. На каждый день недели мы достанем по одной карте сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. И посмотрим на те сочетания карт, которые у вас, львов, соответственно, получатся. Также, кроме всего прочего, я еще достану одну карту из оракула, которую вы видите здесь также вот в стороне. Он в таком флористичном настроении создан. Мы посмотрим в виде цветов, он в виде овощей и фруктов. Посмотрим, что вам выпадет и какой совет, какое напутствие вам дадут карты, соответственно, на этой неделе. Какой будет для вас эта неделя, да, основная ее тенденция. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, кто еще этого не сделал. Также можете оставить лайк или сообщение. Я буду очень признательна вам за такую обратную связь. Итак, львы, давайте посмотрим неделя с 10 по 16 августа. Что она вам принесет? Я сейчас еще немножечко перетасую вот эту замечательную колоду. Посмотрим, что еще здесь вам выпадет в этой колоде. Итак, львы, неделя с 10 по 16. Итак, начнем. Давайте посмотрим. Начинаем с основной колоды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ну, давайте посмотрим. Первая карта у вас здесь есть туз жезлов. Карта выпадает вместе с рыцарем мечей. И в принципе, вот в таком вот сочетании уже можно говорить о том, что туз жезлов дает вам возможность проявлять себя на полную силу, то есть возможность как-то реализовывать свои возможности в каких-то начинаниях, идеях, которые у вас возникают. То есть вы здесь настроены действовать вместе с рыцарем мечей, который здесь у вас выпадает. Также можно говорить о том, что вы настроены весьма решительно, проявляя такую энергию, потому что рыцарь мечей, он очень такой внезапный, он очень порывистый. И здесь может быть ситуация, где вы, возможно, даже сталкиваясь с какой-то резкой критикой, допустим, в ваш адрес, защищаете свою идею, то есть не оставляете ее, потому что у вас есть такой мощнейший потенциал к действию. Возможно, здесь какой-то быстрый старт в делах, в проекте, но вот прямо в атмосфере такой спешки происходит, когда вы торопитесь, спешите, хотите кому-то что-то доказать, отстоять свою точку зрения в споре или в конфликте. И да, вы можете здесь поспешное решение какое-то принять, потому что можете поторопиться, действовать чересчур импульсивно, чересчур на энтузиазме каком-то таком. Здесь можно говорить о том, что какая-то искра прям имеется. И в принятии решений, да, действовать вам нужно молниеносно, но при этом постараться контролировать свою агрессию, потому что идея это может быть и хорошая, которую вы хотите в жизнь воплощать, но реализация, она может оказаться слишком резкой для окружающих, и это может вызвать какие-то конфликты, поэтому постарайтесь здесь не совершать опрометчивых шагов и не рубить с плеча. Может быть, здесь какие-то даже вопросы будут касаться воздушного знака зодиака, это весы, близнецы или водолеи. И следующая карта у вас здесь есть, это карта десятка жезлов, это карта человека показывает, который тянет на себе, на своей спине эти жезлы, который старается выполнить какую-то тяжелую, может быть, даже очень тяжелую, непосильную для него работу. Здесь она называется гнет, эта карта.
И также здесь есть карта повешенной, которая выпадает в дополнение к ней, и она показывает, что вы здесь можете находиться в состоянии, где обстоятельства, рабочие, возможно, моменты загоняют вас в тупик, или вы можете испытывать очень сильное физическое или эмоциональное истощение из-за той ноши, которую вы на себе тянете. Возможно, вы здесь занимаете какую-то, принимаете такую вынужденную паузу, потому что вот вы завалили себя какой-то большим количеством работы, и из-за этого ситуация могла зависнуть. И, возможно, вы понимаете, что вот двигаться дальше в таком темпе или вот таким вот образом нельзя, нужно что-то пересмотреть. Если какой-то проект или что-то в делах застряло намертво, потому что вот эта карта повешенной, то вам нужно не выгорать эмоционально или физически, а пересмотреть свое отношение к этому делу, может быть, остановиться, просто сменить угол зрения. Раз вы не можете что-то поменять здесь или сдвинуть какой-то груз с места, может быть, отпустить это чрезмерный контроль, немножечко даже отдохнуть, потому что здесь как-то вы чересчур перенапрягаетесь, можете чувствовать усталость или какое-то как ощущение стресса от того, что очень много на себя взваливаете. Также может быть ситуация, где по десятке жезлов вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией недопонимания, невозможности с кем-то договориться, и это загоняет вас, соответственно, тоже как будто в тупик. Дальше карта туз кубков, еще один туз у наших дорогих львов, и эта карта по тузу, это в любом случае как карта начала, опять-таки туз это начало в любом случае, а так как это кубки, то это очень позитивное, оптимистичное для вас начало, радостное, такое, да, веселое что-то, что происходит в этот день. Тем не менее, здесь у вас дальше идет пятерка пентаклей, которая переходит в тройку мечей. И вот это такое сочетание, вроде бы необычное сочетание, да, несочетаемого, оно может говорить о том, что вы можете испытывать какую-то эмоциональную боль, или вам что-то разбивает сердце, может быть, какие-то здесь ваши планы разрушились немножечко. И здесь знаете, вот как будто что-то вас расстраивает, как рану сердечную наносит. Может быть, от счастья вы переходите к какому-то разочарованию. Здесь такой вот переход прям есть. А может быть, обижаетесь на кого-то вдруг, да, то есть позитивное начало, все хорошо, а там ближе к вечеру, конец дня, вот что-то вот такое происходит, обида какая-то или какой-то вот момент, где вы чувствуете себя лишним или как будто вы в чем-то обделенным. И следующая тройка мечей, которая здесь у вас есть на четверг, она в целом показывает это ощущение боли, разочарования, разбитого сердца, но при этом тут же карта звезда появляется в дополнении к ней. То есть вот этот переход среда-четверг, да, может быть, дни немножечко там как-то меняются, может быть, со вторника что-то здесь такое происходит. Но это тройка мечей, которая показывает действительно переживания, которые вы испытываете, ощущение разбитого сердца, да, и вместе с картой звезда говорит о том, что вы, тем не менее, имеете какую-то надежду, исцеляетесь, исцеляете раненое сердце, или после какого-то кризисного момента вы как будто бы восстанавливаетесь, то есть вы из-за какого-то, может быть, там, конфликта, ссоры, здесь разочаровались, но дальше здесь может идти речь о примирении и о прощении, возможно, и о заживлении душевных ран. То есть вот какие-то трудности здесь отступают назад, и вы выходите из этого состояния, как будто бы возвращаете веру в себя, в свои мечты, в те цели, которые вы перед собой ставили. И карта умеренности, карта баланса и равновесия, а также желание здесь находить компромиссы в любой ситуации, во всем, что здесь происходит у вас. Вместе с еще одним тузом, который здесь у вас появляется, карта умеренность. И туз, да, показывает, что вы в целом стараетесь сохранять гармонию также в делах, гармонию в финансах ваших, в тратах ваших. Также можно говорить о том, что вы здесь, может быть, получаете какие-то деньги или получаете что-то материальное. Это дает вам ощущение тоже независимости, процветания или сулит какую-то удачу. В принципе, туз пентаклей — это
может быть, да, это может быть какое-то получение денег, вполне себе, получение каких-то денег или стабильный рост. Возможно, если мы говорим о ваших делах, то с умеренностью это спокойное, гармоничное развитие и стабильный рост там, в плане карьеры вашей, к примеру, в вашей работе. Я уже говорила, в принципе, разумный подход к деньгам, да, что здесь еще может быть, ну, даже не знаю, какой-то стабильный доход, который к вам приходит. Может быть, здесь какой-то хороший момент наступает, и вы в состоянии спокойствия находитесь, и способности принимать решения, и ангел такой на вашей стороне здесь находится, чтобы во что-то инвестировать или начинать какое-то дело долгосрочное, которое будет иметь хорошие результаты. То есть успех будет вам здесь сопутствовать. И в целом такая спокойная атмосфера здесь окружает, гармония, мир, доверие, и в отношениях какое-то доверие. То есть нет каких-то драм. Здесь обычная вот такая вот забота, стабильность, умиротворение, которое здесь наблюдается у вас. Баланс в целом. Дальше у вас идет карта пятерка пентаклей, карта Пятерка пентаклей в субботу и башня в воскресенье. Пятерка пентаклей говорит о возможности каких-то расходов, трат в этот день, и вместе с восьмеркой жезлов также каких-то очень быстрых, стремительных событиях, которые, может быть, вас немножечко разочаровывают, расстраивают и заставляют попереживать, потому что пятерка пентаклей — это либо какие-то финансовые проблемы, которые могут возникнуть, какие-то траты, расходы, которые могут быть и не совсем запланированными, или по восьмерке жезлов очень быстрыми, необдуманными, и поэтому вы можете потом об этом пожалеть, к примеру. И в целом восьмерка жезлов также еще и говорит о том, что вы можете, находясь в каком-то состоянии, тоже здесь переживания, постараться побыстрее выйти из этого состояния, выйти как будто из этого кризиса. То есть какие-то быстрые перемены произвести, чтобы снять вот это напряжение. И может быть, даже здесь вы получаете какую-то информацию по восьмерке жезлов, которая вас немножечко приободрит. Или вот что-то вот такое здесь происходит. Может быть, что-то как решается очень быстро в этот день, соответственно, очень быстрый темп здесь есть. Может быть, в ваших делах или в работе, кто работает в субботу. Но в любом случае здесь стремительные события происходят. Может быть, быстрое решение бытовых или материальных проблем у вас, которые возникают, но в любом случае вы движетесь вперед. И карта башня, которая здесь дальше выпадает в воскресенье, выпадает с тройкой кубков. И вот эта тройка кубков, вот вместе с картой башня, тройка кубков-то она про успех говорит, да, она говорит о том, что вы здесь, вы, может быть, общаетесь с вашими друзьями или знакомыми, в целом круг вашего общения, кто в вашем окружении находится, для вас важный. Но вот вместе с картой башня здесь может быть какое-то внезапное, допустим, крушение ваших планов. То есть что-то планировали, хотели сделать, но не получилось. Там, может быть, договаривались с кем-то о какой-то встрече, но что-то не получилось. Или в этой встрече там какой-то конфликт возник, к примеру, в компании друзей или в коллективе. То есть здесь неожиданно какая-то новость происходит, или какое-то событие, или какой-то конфликт, который будет неожиданным, не очень приятным, возможно. Поэтому нужно быть осторожнее. Может быть, разрушаются какие-то надежды, которые вы строили, какие-то планы. Внезапно это может произойти, поэтому нужно быть осторожнее. Может быть, вы расстроены, что кто-то вам что-то здесь из этой группы людей что-то такое сказал, для вас оно будет неожиданным и ошеломляющим чем-то, да, и удивительным, поэтому может вас немножечко тоже как будто расстроит. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть еще и в этом оракуле, что он вам покажет. Здесь он показывает лимон. Лимон. Причем даже не лимон, а лайм, потому что в этой колоде карт есть еще лимон отдельно. По-моему, он выпадал у козерогов, если я не ошибаюсь. А вот именно у вас выпал лайм. Почему именно лайм? И в принципе, какая разница между ними, есть она в принципе или нет. Но я могу сказать так, что в целом здесь можно говорить о том, что эта карта, да, она говорит лак, удача, она говорит о том, что в целом, возможно, вы застряли в круге каких-то вот переживаний, каких-то волнений, тревог, каких-то
не знаю, трудностей в вашей жизни, и вам нужно здесь постараться отпустить контроль, довериться естественному течению времени. Вам нужно будет здесь уметь рискнуть, возможно, и отдаться тем переменам, которые в вашей жизни происходят, с этими тузами, которые вам выпадают. Вам постараться нужно, если ситуация заходит в тупик, как это есть по десятке жезлов и повешенному, возможно, если ситуация зашла в тупик, да, то причиной могли быть избыточные какие-то эмоции или чужое давление, или чрезмерная работа. Вам нужно преодолеть эту ситуацию застоя и тупика. То есть вам не нужно планировать каждый шаг или каждое действие, вам нужно постараться довериться своей удаче, лак, да, своей удаче, и развиваться событиям позволить вот в своем естественном темпе, потому что время, оно на вашей стороне, удача на вашей стороне, и вам в любом случае здесь не нужно переживать, даже если какие-то непредвиденные обстоятельства возникают, так оно скорее всего должно произойти. Да, то есть вот в принципе этот лайм, он у вас выпал поэтому. Итак, дорогие мои львы, на этом сегодняшний таро-прогноз на следующую неделю для вашего знака зодиака мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.